Итак, снова здравствуйте. С вами Реторн после небольшого перерыва. И мы продолжаем с вами прохождение игры Baldur's Gate. Ну что ж, как вы помните, в прошлой серии мы остановились с вами в катакомбах. Вот, и сейчас мы продолжим их исследование. Мы с вами встретили недавно парочку гномов. Вот, и я думаю, что нам стоит вообще-то, конечно, отдохнуть здесь. Давайте отдохнем. Мы отдохнули, сняли с себя все проблемные заклинания. Вот, а еще у нас, судя по всему, защита от огня. Интересно, кто нам ее дает после отдыха-то. Ну да ладно. Да, я вспомнил. Вы помните, что тогда мы встретили того, кто, по нашему мнению, был мистером, на самом деле нет. Не смей пачкать слова о свете слюной, покрывающей твои зубы, порождение тьмы. Я уничтожу тебя, какой бы предательский облик ты не приняла. Так значит, плоская тварь, сходи с ума, если желаешь, почувствуй скрежет наших когтей в твоем сознании. Вот сейчас они нас никуда не отвели. Вот, поэтому мы сейчас будем убивать их здесь. Вот, там есть один большой доппельгангер. Это тот, на ком нужно сконцентрировать свои усилия прежде всего. Потому что он у нас, я так понимаю, колдун. Да, он колдун, пытается что-то колдовать. Вот, у него так себе получается, но, правда, Минска немножко поколупали. Так. Минск у нас начинает стремительно его здоровье снижаться. Давайте тогда сейчас... Дадим ему немножко здоровья. Да что ж такое? Не может выйти, вот в чем проблема. Так. Вот так. Ну ладно, давайте тогда сделаем вот так. Вот так. Ну, до благословения кинем пока. Так, как у него там легкие ранения, да? Ну, я вообще думаю, что мы сделаем вот так. Этими будем бить этих. Так, а это сюда подойдем и достанем. Так. Он хейст на себя кастанул, видите? Но успехов ему в хейсте, что могу сказать. Не, ну он, конечно, неплохо под хейстом действует, в принципе. Ай-яй-яй. Да что ж такое? Серьезный противник. Ладно. Значит, нахрапом не возьмешь. Хорошо.
At your servant awaits. Hello. Thy temper shield. This temple's will. Oh, there, Wanderer. Stay thy course a moment. Whatever they need. You're a queer fellow. My blade will cut you down to size. Do they wish my ear? Cool, brother. Yes, for the fellow! Hello. Move a task as we go. Thy temper shield. Отлично. Fire. Готов. Все, разобрались. Как видите, он даже, кроме того, он даже испугался нас. Заклинание новое нашли с замедлением. Оно уже у нас есть. Вот, конечно, нас потрепало. Вот, но зато мы получили 4000 опыта. Это, в принципе, неплохо. Ну что ж, продолжим. Отдохнем снова. Паузу, замечен враг. Сзади. Бригангер обычный. Всего один, поэтому я думаю, что мы его дружненько убьем. Заберем его сокровище. И попробуем отдохнуть снова. Да что такое? Еще один враг. My blade will cut you down to size. Ладно. Так, что там за заклинание на этот раз? Призыв существа, я так понимаю. Призвание монстров первого уровня. Да, это у нас точно есть. Сохраняемся, пробуем снова отдохнуть. Все, Hello. отлично, мы отдохнули. This temple's will sit. Продвигаемся. Как вы помните, тут в конце, по-моему, тоже были еще допригангеры, поэтому сейчас будем аккуратно действовать. Так, что у нас тут? Пока ничего. What you want? This way. Ладно, давайте. Так вот. Еще ловушечки. My hotel's as clean as an elven arse. Толстопуз Винтроп. Пропало чувство юмора, да? Ага, я слышал, как ты рассказываешь всем своим ничтожным друзьям, что старый Винтроп время от времени страстно желает какую-нибудь маленькую эльфийскую задницу. Эй, иди-ка сюда, моя милашка. Я уж сумею тебя переубедить. Ну, понятно, в принципе. It's better to die on your feet Это у нас than live. такой. Thy Valkor's might Он успел blade. только один раз попасть по нам. I'm gone. Вот, здесь ничего интересного нет. Продвигаемся потихонечку дальше, осматривая на ловушечки, не забываем. Так, вот в конце допригангер. Отлично. The oral business Давайте temple's встретим will. его. Отлично, справились. I care not. This way. Продолжаем искать ловушечки и обыскивать комнаты. Thy Valkor's trapping for right. It is a fine day to die. Доппельгангер еще один мертв. Еще одну комнату мы обыскали. Там ничего интересного нет. Кстати, если вы заметили, то с нами идет уже один дварф, а не два, как было раньше.
You're a queer fellow. A god's favor is My blade will cut you down to size. if Tempus wills it. Немножко денег, смотрите, неплохо. И какой-то черный опал. Хорошо, черный опал — это камень, которого у нас еще не было. Вот, ну пока продвигаемся. Здесь в этой комнатке тоже, как мы видим, никого нет. Так. Что, давайте на всякий случай посмотрим ловушечки. Ну, судя по всему, тут нет ловушек. By Tempus shield. Давайте поговорим с этим Дедером. Ага, ну ничего не говорит. Так, все получается. Мы все обследовали, все комнаты на этом уровне. Ну что ж, переходим на следующий уровень. Так, смотрите, это уже пещера. 'Tis a fine day to die. Интересно. Брат, ты кто? Я ожидал Саревока, а не какое-то пестрое отребье. Я Литорна, это мне далось причинить Железному Трону столько неприятностей. Так я и думал, тебе не удастся уйти от меня и моих ребят без боя. Понятно. Ну, сначала попробуем взять его, конечно, наскопом. Там как пойдет. Ясно, понятно. Ага, вот он тут. Так, ну у нас тут замешательство, но у него же тяжелые ранения, как вы видите. Судя по всему, мертв. Да, он мертв. Так, ну теперь осталось только дождаться, пока у нас закончится наше помешательство. А нет, смотрите-ка. Может быть он и мертв, но не мертвы другие. Ладно. В общем, нахрапом взять не получилось. Давайте тогда возьмем не нахрапом. Конечно, тут не так удобно сражаться. Вот в этой ограниченной местности. Ну, да ладно. Так, наш гном туда сразу ушел, как вы заметили. Так, ну что, поехали. Во-первых, сохраняемся. Начинаем массовый комбат. Так, защиту от зла. Ну, точнее, давайте так. What is your command? If Tempus wills it. You need something, stranger. Так. Ну что ж. Первое, что мы сделаем, это захреначим сюда фаербольщик. Раз. Теперь. Поехали. Раз. И в это же время мы делаем не сюда. Не сюда. Мы делаем вот так. Ай-яй-яй. Кто по нам так сильно попал? Да что, страх-то наложили на нас, да? Ошеломление. Ладно. Так, один готов. Теперь остался следующий. Это Сакул некий. Убили Джахира. Так, ладно. Тогда давайте попробуем снова, только сейчас мы сделаем следующее. Nature's servant awaits.
сейчас тогда... Something stranger. Так. They wish my ear. Так, давайте сейчас включим здесь фаерболы. Вот так. Так. Захреначим фаербол. Удар грозы. Да и сразу еще один. И следующий. И еще удар грозы. Так, Сакура умер. Остался Прат. Это лучше. Отлично, все. Все, как видите, в этот раз вообще очень легко получилось. Почему на нас Дедер напал? Дедер, ты чего? Тебе тоже что-то наложено, получается? Мы сейчас тебя убьем. Дедер, прекрати. Отлично. Но он прекращать, видимо, не хочет. Дедер, прекрати. Он нас нападает. Ну ладно, что делать? Так, здесь куча заклинаний. Сейчас мы заберем все. Зелье лечения. Чем это зелье лечения? От этого отличается непонятно, ну да ладно. Все переполнено. Проверили, слезил Раэль. Ну, не знаю, зачем оно нам. Ну, да ладно. Так, это нам точно не нужно. Цветная сфера тоже 100% не нужна. Спрячем эти свитки. Так, продолжаем обыск. Один какой-то метательный топор, судя по всему, может быть даже возвращающимся. Неизвестно. И бумажка. Письмо. Прат, моя схема сработала наилучшим образом. Отродье, что наступало мне на пятки, отправлено в тюрьму с обвинением в убийстве риэлтора и Бруноса. Узнай как можно больше о судьбе этой шавки, а потом встреться со мной во вратах Балдура. Извиняюсь, что оставил тебя там одного, но мне было необходимо вернуться в город, чтобы занять место риэлтора на посту руководителя операций. Если все пойдет гладко, уже через пару недель я стану великим герцогом. Подпись Саревок. Ага. То есть он собирался просто стать великим герцогом. Все с ним понятно. Так, что это за заклинание? Удача. Ну, короче, эти все заклинания у нас точно есть. Я даже не буду пытаться, смотреть. Так, продолжаем обыск. Ладно. Что это за зелье? Новое зелье концентрации сознания. Хорошо. Неопознанный кинжаль. Дротик ошеломления, смотрите-ка. У нас уже есть такие, отлично. Так, здесь у нас сила. Ускорение. Ускорение точно есть. Прикосновение упыря, по-моему,
тоже, но не уверен. Давайте сейчас попробуем. Так вот сделаем. Прикосновение упыря есть. Следующее заклинание сильное очарование не может использовать. Сила есть. И какой-то там доспех тоже есть. Так. Удержание персонажа, замедление и призрачная форма. Вот призрачную форму выучим, если она есть, так она у нас тоже выучена. Ну, все остальное у нас точно есть. Еще вот это вот не искали. 13 стрел каких-то необычных. Золотое ожерелье, отлично. 20 обычных стрел. Давайте проверим, как у нас там с колчанами дела. Вот здесь можно прибавить как раз. Отлично. Так, здесь вроде с колчаном все в порядке. Ну, добросим просто, чтобы освободить немножко места в инвентаре. Так. Отлично. И получается мы всех обыскали. Все сделали. Вот. Ну что ж, продолжаем тогда исследование данной локации. Хотя я бы, честно говоря, отдохнул здесь. Давайте, наверное, отдохнем. Замечен враг, это паук. Тут у нас даже отравил. Ну, не сомневаюсь, что нам что-то плохое сделает. Хотя... Ну, блин, я не очень хочу, честно говоря, пить лекарства. Давайте загружаться. Там здесь надо отдохнуть. Сноукол. Я просто никого не отравил. Снова пытаемся отдохнуть. Еще один паук. Снова мы его убили. Снова пытаемся отдохнуть. Да что такое? Сколько же будет в нашем ритме? Теперь же Хиро. Пускай она сразу начинает лечиться. И у нее нет заклинания излечения. Может быть, у нее здоровья побольше будет. Да, 60 урона наносит теперь у нас. My blade will cut you down to size. Thy Valkor's mighty blade. Давайте, наверное, вернемся на предыдущую локацию, там отдохнем. Думаю, что там мы типа зачистили, и там уже не будет врагов. Да, здесь врагов нет, отлично. Что ж, давайте исследовать данную локацию теперь. Пойдем сначала вот, давайте в левую сторону, в левую часть локации. Здесь к краю уже. Очень хорошо. You're a queer fellow. Tis a fine day to die. Отлично, смотрите, какая-то пещерка с паучком меченосом.
Это проблема, ребята. Паук меченосец, тем более, что у нас половина группы где-то шастает, непонятно где. За него мы получим хорошую награду. Если мы его, конечно, убьем. А, их тут двое. А нет, это фазовый второй. Правда, нашего сейчас главного убьют, похоже. Да. Thy Valkor's mighty blade. Ладно, мы сейчас его убьем, просто мы подойдем к этому более правильно. Давайте, во-первых, вот так вот исследуем внизу все, чтобы у нас не было неожиданных встреч. Вот, теперь станем вот так. Сохранимся. Найдем ловушку. What you want? This way. Теперь обезвредим ловушку. Отлично. Все. А вот теперь уже будем приставать к паучку. Я даже вот так вот сделал, честно говоря. Выходи. Не выйдешь? Думаешь, что ловушка еще активна, да? Вот это правильно. Отлично. И вот только сейчас меченосец появился. Отлично. Все. Ну, сейчас мы его немножко закидаем, конечно, заклинаниями. Ну, здесь никого нет. Как вы видите, 2000 мы получили за паука меченосца. Ну что ж, у нас есть путь вниз. Здесь переход есть небольшой. Вот. Ну, сначала мы исследуем левую часть пещеры. Еще один паук. Вообще никаких проблем нам не составил. Так, и это получается все. Здесь просто была пещера с пауком. Хорошо. Давайте теперь вернемся наверх и пойдем по другой стороне. То есть сюда. Думаю, что здесь мы тоже встретим паучков. Да, мы встречаем здесь паучков. 2, как минимум. Снова ловушечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нам не шаман. Ладно. If Tempus wills it. Давайте теперь аккуратненько You're a queer fellow. I'm gone. посылать ловушечку вперед. Пожалуйста. Thy Tempus shield. My blade will cut you down to size. Thy Valkor's mighty What you blade. want? I've done had enough of this. Ловушка. Вот он. Ловушка. Тут есть спам. Приятности. Так. What is your command? Ай-яй-яй. Нет, сюда нельзя. Получилось чуть-чуть зацепилось. Ладно. Thy Tempus shield. Опять меченосец. Вот блин. Ну что ж. Не знаю. Прям что ли делать все очень детально.
тебя в глаза. Так, ладно, там меченосец, поэтому у нас есть Thy проблема с этим Valkor's связана. mighty blade. Вот здесь мы можем стоять спокойно, в этом месте. Думаю, мы здесь останем сейчас. Даже вот так вот можем стоять спокойно. Пускай он к нам просто идет. Вот, и теперь мы его убиваем, дружок. Отлично. Теперь You're a queer fellow. мы убираем вот эту ловушечку. По крайней мере, обнаруживаем ее. Так, ждем вот этого паука, пока он сюда придет. Убиваем. Отлично. Теперь все-таки обезвреживаем I've ловушку. done had enough. Там, скорее всего, сейчас мы увидим меченосца. Да. Увидели меченосца. What is your command? For us, give us victory! Так. И мы начинаем ему конкретно нашатывать. Отлично. Нашатали очень отлично. If Tempus wills, Спускаемся вниз. Сюда. Yep. Здесь ищем ловушку, которая у нас активировалась в прошлый раз. Вот здесь должна быть, вот она. Отлично. Убираем ее. thy Valkor's mighty blade. Подвигаемся вперед. Интересно, а куда же вообще из этих пещер нужно выйти? По идее, значит, выход где-то с этой стороны, если с той стороны был тупик. Так, здесь я так понимаю, что будет еще один паучок. Нет, не будет паучка. Да, вот здесь вот будет паучок, отлично. Ну, подходите, ребята, давайте, телепортируйтесь сюда. Отлично. Готов. Второй. Да, стой, не идем никуда, мы быстро разберемся. Так, вот сейчас нужно сделать вот так. Thy Tempus shield. Так. Ладно, давайте противоядие. Я не думаю, что у нас будет проблема с этим. Все, вроде бы справились. Thy Valkor's mighty Так, ну здесь, скорее всего, еще может ловушечку долбануть. Да, ловушечка долбанула, но она нас не бьет, поэтому ничего страшного. В этой комнате есть что-то нет, похоже. Ну, ждем, пока она закончится. Да, плохо понимаю, как работают ловушки, которые разбрасывают паутину. Hello, if Все Tempus wills. получается. Так, ну ладно. Давайте пойдем туда-сюда вниз. Так, смотрите, получается, с этой стороны тоже есть проход в центр. И нам только туда как бы надо, получается. Ну ладно. Конечно, мы тут не отдохнувшие. И все такое. Это грусть, печаль. Опа, большой Василиск. Два Василиска. Отлично, нас просто в камень и все. Так, подождите, а куда что-то еще можно? А, вот куда можно пойти. Tis a fine day to die. Ну, я даже, честно говоря, не очень хочу пробовать Василисков убивать, ну да ладно.
Пускай он выйдет. Я так понимаю, что игра бы не закончилась, если бы у нас был свиток обращения камня в плоть. И что-то в этом духе. О, да, другой. Да, смотрите, он просто обращает всех в плоть. Ну ладно. В общем, я думаю, что мы этих Василисков трогать не будем. Вот. Наша задача все-таки не в этом состоит. Наша задача состоит в том, чтобы выбраться из этой пещеры. Вот. И я так понимаю, что нам нужно идти вот сюда. Но логово Василисков здесь есть. Вот, и как вы заметили, просто после одного удара из пати просто пропадает человек. Вот, я так понимаю, что возвращать его можно таким же примерно образом, как мы возвращали нашу Бранвен в карнавале. Нет, не сюда. Так. А теперь не понимаю уже что-то, наверное, я. Куда же здесь еще можно пойти? Ну ладно, давайте тогда потихонечку исследуем вокруг логова Василисков все. Мне кажется, что там как бы нет возможности подойти. Логово, по-моему, было пустое. То есть это была пещера. Вот отсюда мы пришли. Здесь мы исследовали. Здесь тоже. Сюда нельзя. Похоже, все-таки сюда. Ну ладно. Давайте попробуем. I'm gone. Смотрите, какая-то группа приключенцев. Логово Василисков, мы его обходим. Ага, и вот получается проход. Вот проход, и кто у нас здесь находится? Дернут какой-то. Да. Не так все просто, как казалось. И получается, туда никак другим путем не попасть. Да. Это очень интересно. Массовая невидимость. Массовая невидимость. Или просто закидать их, попробовать фаерболами. Ну давайте попробуем. Почему бы и нет? Давайте вот так вот сюда. Сюда. Вот отсюда будем кидать фаербол. Вот, смотрите. Раз. Один мертв. Сейчас будет второй мертв. Нет, не мертв. Да что такое? Два Василиска и оба мертвы. Вот, но это, конечно, неправильный способ, возможно. Но я, честно говоря, вот так сходу не придумал ничего другого, кроме как сделать так. Ждем, пока пройдет лунное облако.
Нужно даже пока сохраниться. Нельзя сохранить игру сейчас. Идем, потому что действует заклинание. Заклинание перестало действовать, игру сохранить можно. Отдыхаем. Ты просыпаешься в холодном поту. Оглядевшись вокруг, ты с ужасом замечаешь приближающееся к тебе большое существо. 8 ног и множество глаз выдают его. Это гигантский паук. Ищешь ты дальше. Где ваш этот гигантский паук? Да. Бывает. Ладно, что у нас тут? Камешек. И камешек. И попытка отдохнуть снова. Так, вот. Получилось. И мы уровень взяли. Сохраняемся. Ну сколько же вас тут, а? Все, отлично. Отдохнули. Ну что ж. Все. Дермит. Прат, ты как раз вовремя. Прат, это ты? Думаю, мне не нужно говорить тебе, что мы не можем заставлять Саривока ждать. Надеюсь, у тебя не было там проблем. Саривок сказал, что монахи повелись на уловку, и теперь Литора сидит заперти, потому он и выбрал поверхностный маршрут из крепости и не станет встречать тебя в склепах. Нам нужно поторопиться, если мы собираемся догнать его. Мне ужасно жаль, но ты ошибся. Я есть Литор, но мне очень не нравится быть целью заговоров. Ну, я, конечно, мог бы перепутать тебя с Пратом, если бы не знал его в лицо. Вообще-то я ожидал больше хитрости от самого главного предполагаемого врага Саривока. Не понимаю, почему он думает, что ты можешь помешать ему захватить врата Балдура. Не возражаешь, если я не останусь на драку? У меня есть более важные дела. Войну замышляю. Нет, возражаю. Сволочь ушел. Ну ладно, может быть его предупредили теперь. Life continues to be quite the challenge. You have been accused of murdering the Iron Throne leaders, and the Flaming Fist will undoubtedly hound your every step because of it. Despite all of this, you must return to the city of Baldur's Gate, the very lair of your accusers. You must find and expose the one who is responsible for your predicament. You must find Sarevok. Жизнь продолжает бросать вызов. Тебя обвиняют в убийстве руководителей Железного Трона, и теперь Пламенный Кулак, несомненно, будет следить за каждым твоим шагом. Несмотря на это, тебе нужно вернуться в врата Балдура, в самое логово твоих обвинителей. Тебе нужно найти и разоблачить того, кто в ответе за все твои неприятности. Тебе нужно найти Саривока. Да, хорошо, найдем. Я думаю. Так, куда нам теперь идти? Здесь нигде перехода уже нет, получается. То есть нам нужно по краешку, по краешку. Давайте посмотрим. Так, во-первых, у нас Брандон получил уровень. Результаты повышения уровня. Спас-бросок. Хака. Заклинание 4 уровня одно появилось. Дополнительные пункты здоровья. Отлично. Давайте. И еще. Так, давайте сначала разберемся с заклинанием 4 уровня. Дальновидение. Защита от молний. Защита от энергии негативного плана. Защитная гармония. Ну, лечение серьезных ран, это понятно. Малое восстановление. Массовая защита от зла. Ментальное подчинение. Нанесение серьезных ран. Нейтрализация ядом. Опека от смерти. Это так, защищает от всех форм смертельной магии на время своего действия. Один ход на уровень. Вот, от всякого disintegration защищает.
Призвание животных, свобода действий, святая сила, яд. Ну, вы знаете, мне понравилась массовая защита от зла. И в принципе, наверное, защита от смерти. Ну, нет, наверное, защиту от смерти нам нет смысла брать. Пускай будет так. Это у нас одно существо. Малое восстановление. Повышается уровень жизненной энергии объекта. Это устанавливает все уровни жизненной энергии, откачанной магией или монстрами. Ладно, пускай будет исцеление серьезных ран. И теперь Динахир. Так, дополнительное заклинание 2-го уровня и 4-го уровня. Отлично. Давайте выберем эти заклинания 2-го уровня. 2-го уровня. Так, ужас у нас, по-моему, все. Да. Пускай будет ужас. Красный огненный щит. Малая последовательность какая-то. Малая сфера неуязвимости. Призвание монстров 2-го уровня. Сильный огненный щит. Да, заклинанием у нас, конечно, здесь не очень густо. Ладно, пускай будет малая сфера неуязвимости. И призвание монстров. Hello. Tis a fine day to die. Отдыхаем. I should have joined the army. Наблюдатель. Ну, понятно. Зайди, пожалуйста, в гостиницу Квинтропа. Извини, пожалуйста. Я не думал, что за пределами гостиницы ты будешь каким-то образом за нами наблюдать. Точнее, за пределами библиотеки. Да, конечно, встреча с Василисками это было неожиданно. Давайте почитаем наше задание. Так. Затем мне предстоит отправиться в ворота Балдура, чтобы остановиться Ревока или Кавераса, как он назвался в последний раз. Ну, я так понимаю, что как только мы придем во врата Балдура, у нас что-то произойдет. Давайте узнаем, что. Штаб-квартиру Пламенного Кулака сразу отправиться. Это, конечно, довольно забавное решение, но я думаю, что вполне логичное. Продавать ничего, я думаю, мы не будем. Я думаю, что мы просто готовы как бы к бою уже. Херш, привет-привет. Возможно, тебя заинтересуют некоторые из моих безделушек. Всего пару монет за товар прекрасного качества. Эх, я так и думал. Проблемы с железом постепенно исчезают, но все равно клиенты пока ко мне не торопятся. Как можно обвинять их за это? Они опасаются, потому что видят, что у торговцев до сих пор не хватает товара. Кто поверит, что нехватка железа позади, если они все равно не могут взять в руки новенький клинок? Я виню во всем этом Железный Трон, и многие, кстати, тоже. Почему ты их обвиняешь? Ничего такого. Я предполагаю, что последствия все равно оказались значительными. С тех пор, как Саревок стал управлять Железным Троном, они прекратили почти все деловые контакты и заморозили большую часть активов. А ведь они были основными поставщиками железа, и без их помощи потребовалось бы очень много времени, прежде чем простые жители действительно поверили бы, что кризис миновал. Похоже, Саревок собирается направить ресурсы Железного Трона на поддержку агрессии против Амн и повысить свои шансы стать великим герцогом. То, что он фактически развалит крупный торговый дом, его вообще не волнует. Не могу поверить, что разумные предприниматели добровольно выполняют такие указания. Что-то очень странное происходит в Железном Троне. Так... Ну что, давайте, наверное, прям в Железный Трон справимся. Я, правда, не помню, где тут штаб-квартира. По-моему, вот здесь вот. Нет, это Пламенный Кулантис. Еще здесь. Да. И что, нас никто здесь не встретит? Смотрите-ка. Ну ладно. Да не, прочь с дороги, Пронера. Я убираюсь с этого тонущего корабля как можно быстрее. Почему ты паникуешь? Разве Саревок не владеет ситуацией?
Не буду обсуждать тот факт, владеет ли он ситуацией, но его планы не принесут ничего хорошего Железному трону. Он отмахнулся от нас ради своего скорого назначения на пост великого герцога. Нас просто вышвырнут отсюда, и не удивлюсь, если завтра здесь пройдется отряд пламенного кулака, чтобы показать его отношение к экономическим правонарушениям. Сыревок собирается стать великим герцогом? Как такое может быть? На самом деле очень просто. Он создал себе поддержку, пообещав бороться против всего того хаоса, который сам же и посеял. Думаю, он будет иметь фантастический успех, судя по тому, как быстро он захватил главенство после смерти наших руководителей. Хотя сомневаюсь, что он будет вести мирную и размеренную политическую жизнь. Ему, похоже, хочется причинить как можно больше разрушений, и думаю, ему не терпится развязать войну сам. Зачем ему воплощать столь разрушительные планы, что он стоит больше? Откуда мне знать? Я не предсказательница. Я умею только управлять бизнесом, а его действия не имеют никакого экономического смысла. Если бы он хотел нажиться на торговле рудой, я бы это поняла. Если бы он сохранил Железный трон в целости, то мог бы использовать свое положение герцога, чтобы заключить договор с Амном и укрепить наше торговое положение относительно таких гильдий, как Рыцари Щита. А так, похоже, он просто собирается отмахнуться от нас и развязать кровопролитную войну. Знаем, многие верят в Сыревока, и понадобится нечто большее, чем клинок, чтобы уронить его в глазах общественности. Почему многие верят в него? Неужели они не видят его натуру? Они видят то, что хотят видеть, а хотят они видеть своего спасителя. Он предлагает им стабильность, и по нему видно, что он может ее обеспечить. Это больше, чем кто-либо и когда-либо мог им предложить. Я устал от этой болтовни. Если считаешь, что тебе надо убить меня, то давай. Но не думай, что я стану ждать, пока ты сделаешь это. Ладно, понятно. Так, возвышение Сыревока. Сыревок использует ресурсы Железного трона. Так, он также поставил одного из своих прислужников на место командующего пламенного кулака, который заменил внезапно погибшего Скара. В краткосрочной перспективе цель Сыревока, скорее всего, стать великим герцогом, хотя никто не знает, какие цели он будет преследовать дальше. Пан Гвален. Кто? Прочь с дороги. Мне все равно кто-то, я лишь хочу убраться отсюда. Это вообще кто такой? Панк, мое имя, и я любезно прошу тебя убраться с моего пути. Меня не волнует, зачем ты здесь. Если грабить, забирай все, что пожелаешь. Я просто хочу уйти. Этот Сыревок не знает мира. Не успели погибнуть наши руководители, как он тут же объявляет, что Железный трон его. Неважно. Так, я все равно все здесь уничтожу. Дело уже сделано. Кого волнуешь ты, когда у нас есть Сыревок? Если бы никого не обвинили, я бы решил, что это Сыревок убил наших руководителей. Он растащил наше золото, использовал наши планы, чтобы поссорить страны, и лишь посмеялся, когда его обвинили в развале нашей организации. Он кажется вполне вменяемым, так что могу лишь предположить, что у него есть какие-то свои мотивы. И они не в интересах Железного трона, это уж точно. Делай, что хочешь, я ухожу, пока еще что-нибудь не стряслось. Да иди, блин, ради бога. Нужны вы мне вот это все. Мне только Сыревок нужен. Yes? Грегор, кто ты? У тебя здесь дела? А разве это важно? Все равно не разберешь кругом. Я здесь, чтобы положить конец Железного... Так, мне показалось, что здесь больше сопротивления. Что тут происходит? Ничего особенного здесь не происходит. Все разваливается на счастье, пока мы говорим. А виной тому всего лишь кое-кто один. Кто бы это мог быть? Сыревок, мерзкий выродок. Безусловно, это его рук дело. Он жаждет власти Железного трона, но для каких целей я не знаю. Он разбрасывается золотом, словно медиками, и использует наши лучшие планы для разжигания вражды между странами, вместо того, чтобы приумножать прибыль. Он может стать великим герцогом благодаря усилиям в борьбе с хаосом, который он сам же и создал. Но я сомневаюсь, что коронация притупит его жажду кровопролития. Кстати, а ты-то кто? Что ты здесь делаешь? Я здесь, чтобы убить Сыревока за то, что он сделал. Тогда я пропущу тебя. Чем больше клинков будет сегодня преследовать Сыревока, тем лучше. Теперь мне пора. Ладно. А, не, подождите. Тут уставший у нас. Ну ладно, давайте. Так, вот это проблема, кстати. Усталость. Давайте тогда пойдем и отдохнем. Я что-то забыл про усталость. Усталость — это проблема, но мне нужно уставшими приступать к бою. Есть у нас какая-то таверна Джаполина. I serve the flaming fist. I serve the flaming fist.
Конвоиры пламенного кулака. Стоять, ты обвиняешься в жестоком убийстве. Сложи оружие, следуй за нами, иначе в соответствии с приказом Анжела де Сана мы убьем тебя на месте. Таков его приказ, я его выполню. Выбор за тобой. Я не хочу сражаться с тобой, я не убийца и с радостью докажу это. Мудрое решение, у тебя будет возможность защищаться независимо от того, насколько убежден в твоей вине Анжела. Сюда. Интересно. Меня взял пламенный кулак. Главнокомандующий Досан, вот преступник, что разыскивается за убийство руководителя Железного Трона. Анжела Досан. Итак, убийца с дурной славой наконец-то предстанет перед лицом правосудия. Я Анжела, главнокомандующий пламенного кулака. Я буду твоим судьей и присяжным палачом. Прошу прощения за штамп. Ты не главнокомандующий пламенного кулака, это звание принадлежит герцогу Эльтану, и именно он заслуживает его. А ты самозванец, причем уродливый и вонючий. Лоботомированный Гиберлинг стал бы предводителем лучше, чем ты. Есть доля правды в твоих словах. Жаль только, что ты говоришь мне это потому как тебе наверняка и хотелось. Эти слова пробудят во мне гнев. Убейте кого-нибудь, мне все равно кого именно. Опа. Отлично. Так, не, ну ребятки, это не весело. Сейчас будем перезагружаться. Это, конечно, интересный вариант, но я не хотел сейчас потерять одного из своих людей. Так. Бреннан Рислинг. Да уж, напряжение между нами явно растет. Скоро начнется война, чума, мор. Если же лучше передохнут они, чем мы. А, ты прям думаешь, что будет война? Да, думаю, это уже неизбежно. Вот почему нам нужен сырьевок на месте великого герцога. У него связи с Железным Троном, а у тех полно хорошего железа. Забавно, что такая мелочь, как железо, способна помочь выиграть войну. Ну или хотя бы облегчить жизнь простым жителям вроде нас. Так, валим. Неужели нет никаких других вариантов? Может быть, прибавку к своему жалованию? Ну нет никакой вины, я не собираюсь полагаться на правосудие этого Анжела. Скар твой настоящий командир. Может и так, но Скар мертв, а Анжела его законный преемник. У нас нет выбора, мы должны подчиняться его приказам, какими бы странными они ни были. Решайся, сдаться и предстать перед судом или сражаться здесь и погибнуть. У меня выбора нет, но у тебя есть. Тогда я буду сражаться с тобой. Сейчас моя репутация, я так понимаю, потеряла. Репутация понизилась. Давайте, в общем, сделаем таким образом. Это мы продолжим уже в следующей серии. Потому что сейчас у нас время подошло к концу. Но это, конечно, интересная вообще ситуация у нас тут. Вот посмотрим, что мы будем делать дальше. Честно говоря, я пока еще сам не придумал, имеет ли смысл сдаваться пламенному кулаку или попытаться напрямую найти сырьевока. Или мы его не найдем, потому что он в пламенном кулаке, и нам все равно нужно будет пройти через тюрьму. Посмотрим. Уже в следующей серии. Ну а сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.